Привет, я Саша Капуста, это канал «Твой шрифтовой фетиш», серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о том, как быстро перенести все буквы, которые мы нарисовали, в проект нашего шрифта. Еще в дополнение к этому хотелось бы рассказать, как можно автоматизировать такое расставление букв по ячейкам за счет автоматического определения программы FontLab каждой буквы по отдельности. Это работает далеко не всегда, зависит от того, насколько плотно буквы стоят друг к другу, насколько узнаваемы сами символы. Если это какая-то акциденция, то, возможно, это работать не будет, но если это какие-то простые формы, вполне возможно, даже и получится. Здесь я добавил несколько символов и убрал повторяющиеся, чтобы не было путаниц, и добавил даже еще и кириллицу, помимо латиницы. Вот так это выглядит. И сейчас попробуем это дело максимально автоматизировать и посмотрим, получится у нас это или нет. Работает это не только с такими контурами, которые мы импортировали из иллюстратора, но и с обычными растровыми картинками и картинками в SVG формате. Насколько это хорошо работает с такими изображениями, я не знаю, я не проверял, и в целом, наверное, так особо никто не работает с контурами в FontLab и с рисунками. Поэтому мы здесь акцентируемся именно на готовых буквах шрифта, которые вы нарисовали в иллюстраторе, которые готовы, которые в векторе, которые мы с вами масштабировали по высоте, чтобы они идеально поместились в ячейки нашего шрифта. И прежде чем продолжить, нам нужно удостовериться, что у нас включены соответствующие настройки в программе. Поэтому переходим в настройки и во вкладке Operation выставляем галочку, если у вас она отсутствует на двух языках, которые поддерживает ваш шрифт. Ну, в данном случае доступно только два. Если у вас какие-то шрифты и символы с диакритикой, скорее всего, они работать здесь не будут. В общем, проставляем здесь вот эти все чекбоксы и жмем ОК. Теперь у нас, по идее, должно все получиться. Для того, чтобы программа понимала, где у нас находятся буквы, нам нужно расставить вот такие гайды на каждую из строчек. Потому что если у вас они в несколько строчек, это поможет программе понять вообще, что относится к шрифту, а что не относится. Поэтому я продублирую сейчас вот эти кубики, чтобы понимать точно, какая высота, и размечу это здесь. Можно сразу задать высоту этой направляющей в высоту непосредственно прописных символов, чтобы они были 700 юнитов. Я не уверен, как это сработает с строчными символами, но с прописными должно. Плюс они у меня здесь разной ширины, какие-то символы достаточно плотно друг к другу стоят, поэтому, возможно, некоторые символы автоматически распознаны не будут, поэтому там будем уже смотреть по ситуации. Но большинство из них, по идее, должно сработать. Выбираем направляющую и открываем панель, которая отвечает у нас за направляющие. Она называется Guide. Вот она у нас где-то здесь появилась. Вот она. Открываем ее. И теперь можно ей задать соответствующую толщину. Вот в этом пункте выписываем 700 юнитов. Она у нас отметилась. Выбираем ее. Зажимаю Alt, чтобы скопировать эту направляющую. И перемещаю ее сюда. Теперь мне нужно попасть. В принципе, эти прямоугольники делать не обязательно было, потому что я ориентируюсь на высоту вот этих букв, потому что когда я их масштабировал, я же их все одинаково масштабировал, значит, они все у меня равны 700 юнитам по высоте. Проверяем. Это дело у нас соответствует. Вот эту направляющую, которая за ней, вот ее, наверное, можно удалить. Только ее нужно поймать как-то, а ее никак не поймаешь. Сейчас сделаем вот что. Вот это я удалю, а вот это перемещу. Все, оно мне соответствует. Ну и делаем то же самое вот здесь. С альтом зажатым я это дело скопировал, подтягиваю под высоту, точнее на базовую линию букв. И все, в принципе, у меня все размечено. Теперь мне нужно их переименовать. Порядок здесь не важен, но важно, чтобы они начинались на букву C. Поэтому пишу здесь C1, либо можно написать вот здесь C2. Ага, так, у меня здесь стоит кириллическая буква S, поэтому я исправляю, пишу C. Здесь C2. Здесь пишу C3. Все, мы их разметили. Теперь программа, по идее, должна их понять, где что находится. Теперь переходим во вкладку «Элемент» и выбираем пункт «Оптическое разделение этих символов». И после того, как мы нажали, мы увидели, что у нас все буквы вроде бы даже безошибочно распределились вот здесь. И каждая из них, если мы сейчас посмотрим на название этого элемента,
имеет название. Вот, допустим, это X, здесь названия у нас нету, а вот здесь он считал ее неправильно. Здесь он увидел, что это буква P. Здесь он почему-то думает, что это, видимо, буква I. Здесь не очень удачно сработало, здесь он угадал. В общем, частично что-то получилось, частично не получилось. И вот теперь, чтобы мы понимали, что у нас есть что, нам нужно их переименовать. Но для этого нам нужно увидеть название каждого из этих элементов. Для этого я выбираю пункт View, Anchors and Elements и выбираю пункт элемент Frame. То есть он мне подсветит каждый отдельный элемент, который находится на панели Elements, и мы увидим их название. Например, вот здесь я вижу, что вот это буква C, вот это непонятно что, вот это буква Y, он ее угадал, вот эту не угадал. Поэтому теперь мне нужно их переименовать, чтобы программа точно понимала, где какой элемент и что он означает. Теперь давайте пробежимся по каждому элементу и назначим ему название. Вот эти, в принципе, можно игнорировать. Проверяю вот этот. Вижу, что здесь у нас буква А. Она у меня соответствует, и я вижу, что здесь она называется А. Наша задача каждый из этих символов обозвать правильно, чтобы они поместились туда, куда нужно. Для этого мы выбираем элемент, используя элемент Tool, и во вкладке название элемента прописываем его название. Мы его выделили, он у меня появился вот здесь. Здесь я просто пишу латинскую букву B, и он у меня подсветился. Здесь у меня латинская C, здесь D и так далее. Проходим по всему списку. Если где-то у нас неправильное название, мы, соответственно, его можем переименовать. Пишу правильное название, и теперь это действительно буква G. Если символ кириллический, можно его обозвать соответствующим образом. На самом деле, если в вашем символе есть и символы других языков, там какая-нибудь расширенная латиница, расширенная кириллица, то есть символы с диакритикой, в теории можно их объединить вместе и заново обозвать. Ну, допустим, например, если мы даже возьмем кириллическую букву «и», скорее всего, программа ее распознает как отдельный мягкий знак и символ с палочкой, например, букву I. И, допустим, мне нужно их объединить, я могу сделать вот что. Предположим, что буква L и D, даже нет, что-нибудь попроще возьму, вот, например, буква E и буква D – это один символ, ну, вот такая буква. И мне нужно, чтобы они у меня определились раздельно, мне нужно их соединить. Я их сейчас выбрал с зажатым шифтом, два символа, теперь мы можем их соединить. Для этого мы можем воспользоваться меню «Элемент», выбираем «Контур», и теперь мы их можем комбинировать. Теперь программа понимает и считает, что эти два разных элемента – это один элемент. И теперь я могу их уже вот здесь обозвать, например, кириллической буквой «и». Это если вдруг они раздельно у меня определились. Именно по такому же принципу можно увидеть, например, букву какую-нибудь «а» с циркумфлексом сверху, и программа их раздельно посчитает. Можно их объединить совместно, и после этого соответствующим образом назвать. И тогда программа ее поместит туда, куда нужно. Но мы сейчас это дело убираем, поэтому я вот этот символ вырежу, создам через комбинацию Ctrl-Shift-S, либо через плюсик Ctrl-элемент, новый пустой элемент, и в него помещу эту букву заново. И после этого я могу ее переименовать. Ну, продолжим. В общем, выбираю элемент Tool и перепроверяю, чтобы здесь у меня все соответствовало. Это буква B, это буква D, буква E, F. И вот здесь вот кириллическая буква E маленькая, я ее пишу сюда. Буква U. После того, как я обозначил все символы, и у меня теперь они соответствуют ячейкам букв, мы можем это все дело поместить в наш шрифт. Для того, чтобы нам было видно, что мы с вами делаем, я разделю вот эти окна, чтобы было понятно, что и куда я вставляю. Вот у меня открыт шрифт. В принципе, нам даже не обязательно здесь делать ячейки, они, по идее, автоматически потянутся, поэтому я выбираю здесь все элементы, которые я хочу разместить в нашем шрифте, и находим пункт под названием Convert to Glyphs и выбранный элемент. Если я выберу текущий, он мне спросит, какой именно нужно вставить куда. Но меня интересует выбранный, поэтому кликаю сюда. И что мы видим? А мы видим то, что у нас все разместилось туда, куда нужно. Единственное, с буквой C я промахнулся, поставил название этого глифа кириллической буквой S, и поэтому он поместился именно сюда. Поэтому мы это дело сейчас вместе совместим.
и посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас получился такой шрифт. Все символы поместились туда, куда нужно. Все четко, по высоте смотрим. Здесь у меня все хорошо. Здесь высота правильная, 700 юнитов, все как надо. Смотрим сюда. Здесь у меня немножко я промахнулся с масштабированием, потому что вот эти символы я добавлял потом, и, видимо, они округлились чуть-чуть в большую сторону. Но это не страшно. Здесь вот чуть-чуть побольше, 732, по идее, должно было быть 700. Но если бы я делал это все за один раз, разумеется, все бы получилось нормально. Но так или иначе, я теперь реально могу какие-то символы вот набирать, которые есть в этом шрифте. Разумеется, здесь все позиции, все опроши и прочие штуки расставлены хаотично, но так или иначе это очень быстрый способ добавить весь наш нарисованный шрифт буквально там за пару кликов в проект FontLab. Теперь его можно сохранить и работать с ним. Но предположим, у нас какой-то из элементов не определился, или мы не заметили, что он у нас не определился и добавился куда-то непонятно вообще. Допустим, вот эта буква F, она у нас никаким образом не определилась, поэтому что я делаю? Я ее переименую. Даже, допустим, вот у нее нет имени, она никуда не скопировалась, не вставилась, она просто не поймет, где находится. Поэтому что я могу сделать? Я могу просто ее выбрать, если это единичный элемент, и выбрать тот же самый пункт, только не все элементы выбраны, а конкретный элемент. И теперь я могу сказать ему, добавь его, например, на букву, ну, предположим, у меня нету буквы, у меня нету цифры 3, поэтому я говорю, добавь ее в пункт номер 3 и сделай ее по высоте, растяни по высоте прописных символов. Они мне и так по высоте прописных символов, поэтому все будет хорошо. Но если бы я добавлял, например, вот такую букву, то я бы выбрал здесь соответствующий символ, чтобы он растянулся, исходя из параметров font.info, которые у меня выставлены. Это высота прописных 700, базовая линия 0, нижние выносные это, по-моему, 210 и верхние 750. Ну, то есть в зависимости от того, как там это все в font.info у нас сделано, можно даже сейчас посмотреть. Вот надо перейти в проект. И вот здесь мы смотрим, что у нас 750, 100, вот это вот все, соответственно, под эти цифры оно все и растянется. Нам растягивать ничего не нужно, поэтому оставляем все как есть. В общем, я перехожу сюда и говорю, возьми и этот элемент запихни мне, пожалуйста, в цифру 3. Выбираю высоту прописных и place to font. Проверяем наш шрифт. И вот она у нас цифра 3, здесь добавился символ F, разумеется, потому что я его добавил. Но это если на случай какой-то символ сложно определяется, непонятно как его там назвать, просто прописывайте его вручную и все хорошо. Как видите, из иллюстратора можно импортировать все достаточно быстро и легко, если у нас полностью готов шрифт. Самое главное это масштабирование, применение всех трансформаций, чтобы у нас все было в 100% и чтобы не было вот этих как бы скачков, узлов туда-сюда. Разумеется, нужно все округлить, чтобы, опять же, ничего никуда не прыгало. И после этого можно спокойно там за пару кликов это все дело перенести в соответствующие ячейки и уже пользоваться этим шрифтом. После того, как вы добавили все символы в шрифт, нам больше скетчборд как таковой не нужен. Поэтому в первую очередь нам нужно его очистить, просто чтобы он не занимал место. Выбираем Window и очистить скетчборд. После этого подтверждаем это решение, все, скетчборд у нас абсолютно пустой, и теперь его можно закрыть. Но если вдруг в будущем надо будет его открыть, мы, соответственно, открываем его через это же меню. В общем, сохраняем наш проект и в целом дальше продолжаем его настраивать. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.